Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. С вами Инна. Сегодня я хочу вам показать, как можно выйти из ситуации, когда у вас прохудила стелька. Вот стелька. Вот. Смотрите, вот как бы здесь четко видно две дырки. Стельку мы можем купить. Я смотрела, она стоит 3 евро 90 центов. А можем сделать сами. Вот мы с вами попробуем сделать сегодня вот такую вот стельку. Такая она получилась в результате. И сейчас мы пошагово это все пройдем. Если вам мое видео понравится, оставайтесь со мной на канале, ставьте лайки, пишите комментарии. Итак, начинаем. Для этого нам понадобится вот такой вот плотный картон. Вот такая пенопластовая прокладка. Я ее взяла в коробке из-под компьютера. Была как упаковочный материал. И вот у меня была такая мягкая ткань, старый свитер. Я отрезала от него часть, потому что все равно не пригодится. И вот как бы взяла стельку, с которой я хочу сделать образец. Мы ложим эту стельку на кусочек картона. Аккуратно обводим ее с помощью фломастера. Видите, ничего сложного. Потом с помощью ножниц вот эту вот деталь по контуру обрезаем. Вот я эту деталь уже обрезала, чтобы не тратить ваше время. А теперь мы эту деталь прокладываем промышленным двухсторонним скотчем. Вот как бы я начинаю с самого начала. Вот. Сразу отрезаю полосочку. Вот вместе аккуратненько, тщательно это все делаем. Вот еще одну. Вот так вот. Аккуратно снимаем наш скотч прямо сразу одновременно. И как бы сразу накладываем, вот как бы померяйте по длине, нормально ли подойдет скотч. А вот теперь, потихоньку снимая скотч, дальше ровненько укладывайте нашу деталь, чтобы она как бы ровно. Вот так. Вот здесь вот аккуратно прижимаем. И еще раз все это обрезаем. Вот мы делаем то же самое с этой стороны, и на нее будем приклеивать нашу мягкую ткань. Вот. Также точно мы это все проклеиваем промышленным. С этой стороны также. И так полностью проклеиваем всю нашу заготовку. Вот я опять-таки все это подрезала. Вот аккуратненько, одновременно снимаю все, прикладываю вот нашу ткань. Чуть-чуть поднатянул, но не сильно. Вот как бы это снимаю, а вот этот кусочек материала подклеиваю. Все абсолютно легко, все абсолютно быстро. Справится любая начинающая хозяйка, хозяин, ребенок, если захочет сделать
маме подарок на 8 марта или на какой-нибудь праздник. Вот как бы держится очень хорошо, держится просто отлично, потому что скотч промышленный. Вот оставшуюся часть я обрезаю опять-таки. У нас получается вот такая вот полностью обрезанная заготовка. Я ее немножко подравниваю. Советую вам сделать то же самое, чтобы все слои были ровные, одинаковые, чтобы ничего не проклеивалось. Вот мы померяли ее с нашим образцом. Она полностью совпадает. Меряем теперь, как она ложится в туфель. Вот этот наш образец ложится хорошо. Вот так вот ложится сделанная нами стелька. Она проходит до конца благодаря тому, что у нее есть картонная прокладка. Держится очень хорошо, мягкая. Но для того, чтобы она была более плотная, более надежная, мы можем ее еще обшить. Для этого мы берем нитку. Конец я не закрепляла. Вкалываем в нашу стельку. И сейчас будем делать так, чтобы у нас получалась петля при шве. Первый стежок закрепляем в дырочку, которая у нас была, чтобы у нас было аккуратно. Потом заводим нить за работу, а иглу вкалываем перед работой. У нас образовывается петля, в которую мы протягиваем нить. Вот в эту петлю и петлю затягиваем. Стараемся делать стежки равномерно. Опять нить оставляем за работой. Саму иголку вкалываем впереди работы. Нить попадает в петлю. Мы эту петлю затягиваем. И вот у нас получается вот такая вот обшивка. Еще раз. Нить за работой. Петля получается как бы автоматически. Иголочка перед работой. Петлю затягиваем. И так обшиваем всю стельку. Вот я стельку обшила. Остался последний стежок. Я стараюсь закончить, опять же, вставить иголку в ту дырку, с которой я обшивку начинала. Опять нить заводим за работу. Иголку вкалываем перед работой. В петлю просовываем нить. Вот у нас последняя и первая нитка встречается, поэтому я первую нитку не закрепляла. Сейчас мы завязываем эти обе нити вместе на узелок. И оставшиеся кончики, вот так выглядит обшитая деталь. Оставшиеся кончики сейчас я аккуратно обрежу с помощью ножниц. Кончики мы можем заправить с помощью иголки или с помощью крючка. Как вам будет удобно. Вот я кончики заправила. Выглядит это аккуратно, прочно. Теперь точно уже никуда ничего не сдвинется и не сломается. Вот мы сравниваем две наши заготовки. Они практически одинаковые, отличаются только тем, что одна обшита, а другая нет. Полностью ложатся под наши шаблоны. Вот и первая и вторая деталь, но они не должны отличаться. Меряем это сейчас все в туфли. Вот в правый туфель одну заготовку, в левый туфель вторую стельку.
Все это доходит до конца, ложится плотно. Если вам было полезно это видео, если оно вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Буду рада. Всего вам наилучшего. До новых встреч. Пока-пока. От оригинальных